Украина ударила крылатыми ракетами «Шторм Шедов» производства Британии и Франции по Брянску. По данным губернатора Брянской области, 6 погибших, 37 раненых, часть пострадавших в тяжелом состоянии. Повреждено промышленное предприятие, пожар, сильное задымление. Разберем подробно, кто и как бил по Брянску и какая будет ответка, если будет. 10 марта 26 года, примерно около 17:30 по местному времени, Брянск, который находится на западе России, приблизительно в 100 километрах от границы с Украиной, стал целью ракетной атаки со стороны Украины. Целью конкретно был завод микроэлектроники «Кремний-Л», одно из ключевых предприятий российской оборонной промышленности. Завод имеет серьезное значение для оборонной промышленности России. Какой тип оружия и какой способ атаки был использован Украиной в этот день? По сообщениям украинских и некоторых российских источников, были применены крылатые ракеты марки «Шторм Шедов». Это британско-французское производство. Запуск был произведен, предположительно, с самолетов ВСУ, поднятых с аэродромов на юге Украины. Какие характеристики этих ракет? Дальность полета около 250 километров. Это низколетящая крылатая ракета с высокой точностью. Сколько было таких ракет? Точные данные, конечно, пока расходятся. Но по сообщениям различных российских источников и блогеров, в том числе в СМИ, было около 7 ракет «Шторм Шедов», но официального подтверждения точного количества нет. Расстояние до цели – важный параметр. Оценка по географии. Расстояние от Брянска до границы России приблизительно 100-120 километров. Брянск-Чернигов – это 150 километров. Потенциальный пуск, который был сделан с юга Украины, с этого направления, составляет приблизительно расстояние от 250 до 300 километров. То есть цель для украинских ВСУ находилась в пределах дальности «Шторм Шедов», тех самых ракет, которые поставляются Украине, Великобритании и Франции. В первую очередь Великобритании. По сообщениям различных источников, пока еще президент Украины, как он себя называет, Владимир Зеленский, подтвердил, что это был удар украинских ВСУ и назвал это все успешной операцией по военному объекту. Украинская сторона таким образом открыто утверждает, что цель – это предприятие, производящее компоненты для различных ракет России. Какой была и есть реакция России? Официально МИД России назвал удар террористическим актом. Губернатор сообщил о жертвах и о ликвидации последствий. Военный ответ по состоянию на сейчас, на тот момент, когда я записываю это видео, его пока я не могу классифицировать. Песков выступил и сказал, что Британии, перевожу на русский язык, Британии придет ответка. Я здесь могу лишь повторить то, что было сказано вчера. Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами.
Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия, настолько долго, насколько необходимо дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан. Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнения, что главное – это обеспечение безопасности. Почему нужно говорить об этом ударе? Почему многие молчат? Я буду говорить. Потому что глубина удара по территории России, она необычайно велика. Цель – высокотехничный оборонный завод и использование британских и французских ракет «Шторм Шэдоу». Если удар действительно серьезно повредил производство, мы этого не знаем, это может повлиять на оказать влияние очень серьезное на определенное производство определенных систем в России. Как били по Брянску? Давайте разберем это подробно. Предполагаемая траектория ракеты «Шторм Шэдоу». Самолет-носитель, почти что наверняка, это Су-24М из ВСУ Украины, военных вооруженных сил Украины. Обычно он взлетает с аэродрома в центральной или южной Украине. Пуск ракеты производится вне зоны российской ПВО, вне зоны, на расстоянии от 200 до 250 километров от цели. «Шторм Шэдоу» летит на высоте всего лишь от 30 до 50 метров, огибает рельеф и летит со скоростью приблизительно 900 километров в час. Схема полета такой ракеты, она достаточно проста. Я напомню, чтобы для вас, мои дорогие зрители, было это тоже понятно. Самолет производит запуск, ракета снижается, идет полет на сверхмалой высоте. Она обходит зоны ПВО и в конце концов попадает в цель. Почему выбрали Брянск? Почему Брянск стал удобной целью для украинских ВСУ? Ну, во-первых, потому что близко к Украине. 110-150 километров – это меньше максимальной дальности крылатых ракет «Шторм Шэдоу». Нет плотной фронтовой ПВО, как у линии фронта. Понятно, что это уже гражданская зона, там никто не занимается серьезным уплотнением этой самой ПВО. И, конечно, целью стала не военная база, которая обычно охраняется очень жестко, а промышленная цель, промышленный объект. Сколько ракет могли использовать украинцы для нанесения удара? По данным западных источников, военных западных источников, было использовано 6-7 ракет «Шэдоу». Было несколько попаданий в производственные корпуса. Подтверждений никаких мы не имеем, и я не хочу опускаться чисто в военные какие-то географические детали для того, чтобы не создавать кому-то удобную ситуацию для оценки этой ситуации, для оценки этого удара. Цифры эти пока не подтверждены официально, но они фигурируют в аналитических сводках. Какова реальная дальность удара? Это очень важный момент. «Шторм Шэдоу» имеет дальность приблизительно в экспортном исполнении 250 километров. Полная дальность до 500 километров. Поэтому Брянск фактически является довольно легкой целью для подобного типа крылатых ракет. Завод в Брянске находится всего лишь в 100-110 километрах от украинской границы. Ракеты «Шторм» могли быть запущены самолетом ВСУ на расстоянии приблизительно 150, 200, 250 километров и затем на малой высоте попасть в цель, обойдя системы ПВО. Как же они взлетают? Какой радиус поражения крылатых ракет, если учитывать взлет этих самолетов с украинских аэродромов? Базовая дальность ракеты, крылатой ракеты воздушного базирования, как я уже говорил, 250 километров. Высота полета очень маленькая, 30-50 метров, скорость 900 километров в час. Некоторые российские регионы попадают в радиус действия этих ракет. При пуске из северной и центральной Украины Брянская область, расстояние от 100 до 200 километров. Курская область от 90 до 180 километров. Белгородская область от 40 до 150 километров.
Именно эти области наиболее уязвимы, потому что находятся близко к границе. При пуске из центральной Украины география немножко меняется. «Орел» находится на расстоянии 260 километров, Воронеж – 250-300 километров. Здесь уже крылатые ракеты фактически находятся на границе своего радиуса. Если эти ракеты украинские ВСУ запускают с юга, то они достают до Ростовской области, это 200-300 километров, до Таганрога приблизительно 200 километров. Почему вообще удар по Брянску стал возможен или был возможен? Потому что от Брянска до границы Украины всего 110 километров, от Брянска до Чернигова, где предположительно базировались самолеты, пустившие эти ракеты, всего 150 километров. Это идеальная дистанция для использования крылатых ракет Британии, которые были поставлены на Украину. Объект оказался в зоне поражения даже при пуске далеко от линии фронта. Самолет, который несет эту ракету, может взлететь с аэродрома, подойти к линии пуска, выпустить ракету, не входя в зону действия ПВО. А теперь мы с вами разберем, а какие же это аэродромы. Какие аэродромы позволяют использовать эти зоны? Основные базы, в первую очередь, это Староконстантинов. Там базируются самолеты Су-24. Миргород. Там находятся самолеты Су-27. Озерная, МиГ-29. Главный носитель таких ракет, крылатых ракет, это Су-24, который специально модернизирован под ракеты «Шторм Шэдоу». При дальности полета 250 километров вся практически приграничная зона России шириной приблизительно 200-250 километров оказывается в зоне поражения. Основные аэродромы украинских ВВС. Староконстантинов – это Хмельницкая область. Там находятся основные самолеты марки Су-24М, Су-24Р. В Миргороде Полтавская область Су-27. В Озерном Житомирской области МиГ-29, Су-27. В Ивано-Франковске, это на западе Украины, F-16, американские самолеты, которые были недавно поставлены на Украину. В Луцке, Волынской области F-16 и МиГ-29. Самая ключевая база ударной авиации носителей крылатых ракет – это Староконстантинов. Миргород – второй по значению. Крупная авиабаза советских времен используется для истребителей и обслуживания самолетов. Украина использует несколько аэродромов и постоянно перемещает самолеты, чтобы избежать ударов возмездия. Самолеты, которые могут наносить удары, очень коротко, не буду долго останавливаться. Су-24, дальность его полета 2500 километров. Он летит со скоростью 1550 километров в час. И его боевой радиус приблизительно 600-700 километров. Способен нести крылатые ракеты, как я уже говорил, и для этого, собственно говоря, используется. F-16, новые западные истребители. Это перехват ракет и дронов, сопровождение ударных самолетов, применение высокоточных бомб, вооружение любое, какое хотите, может быть использовано. Ну, кроме этого, еще МиГ-29 и Су-27. Как обычно проходит ударная операция? Взлет Су-24, например, с базы в Староконстантинове, сопровождается истребителями. Подлетает к линии пуска, это приблизительно 200 километров от цели, 200-250. Запускает «Шторм Шэдоу», ракета летит на высоте от 30 до 50 метров. Дальше ракета летит на этой малой высоте, огибает рельеф, используя территорию, используя местное прикрытие для того, чтобы оставаться невидимым для ПВО. Радар не видит эту цель. Он видит только тогда, когда он появляется над радиогоризонтом, то есть поднимается выше или появляется уже в зоне действия ПВО. Можно сказать так, что если высота радара и дальность обнаружения, можно это сопоставить, то можно сказать, что если ракета летит на высоте 10 до 20 метров, то дальность ее обнаружения 20-25 километров. А если она летит чуть выше, 30-50 метров, то ее можно обнаружить за 30 километров.
То есть ракету обнаруживает ПВО приблизительно за 1-2 минуты до удара. Что такое радиогоризонт? Короткое объяснение. Это физическое ограничение радаров. Радар не видит за кривизной Земли. Если ракета идет на высоте 30-40 метров, она появляется на экране радара слишком поздно. Кроме этого, крылатые ракеты не летят по прямой. Они используют цифровые карты рельефа. Напомню про векторные карты, о которых я многократно уже рассказывал. Эти векторные карты разрабатывались и делались в Германии. Они используют GPS, они используют инерциальную систему. Они могут поэтому фактически обходить позиции С-400 и С-300 и лететь между зонами покрытия радаров. Это серьезная цель. Ну и, конечно, ПВО испытывает определенную перегрузку, поскольку если идет несколько ракет, летит несколько целей, идет комбинированная атака, включающая и ложные цели, то ПВО может перехватить цель, но может несколько пропустить. Тогда 1-2 ракеты, которые были пропущены, уже могут поразить цель. У этих ракет очень маленькая радиолокационная заметность. Их практически не видно на экране или очень плохо видно. Для радара эта цель определяется почти что как небольшой дрон. Если самолет выпустил ракету на расстоянии 250 километров от цели, то ПВО видит только саму ракету, а носитель уже улетел, он уже очень далеко. Итак, что же можем сказать? ПВО не проспало этот удар. Претензии по отношению к ПВО, они совершенно несправедливы. ПВО столкнулось с типичной проблемой для крылатых ракет. Это сверхнизкий полет, позднее обнаружение, обход зон ПВО и возможная перегрузка системы. Это первый вывод, который мы должны сделать. Как можно защитить свои территории? Как можно усилить защиту территории, используя ПВО, используя ПРО? Знаете что? Напишите в комментариях, какой может быть ответка. Обоснуйте ваш комментарий. Какой может быть ответка? И второй вопрос, как вы считаете, чем можно усилить защиту важных объектов? Напишите это в своих комментариях, мы обязательно это обсудим. Как же можно усилить? Можно защиту, можно создать так называемую слоистую ПВО вокруг промышленности. Это значит, что ставятся системы одновременно С-300, С-400, которые перехватывают самолеты и ракеты. Кроме этого, на средней дальности это системы БУК, М3, например, которые перехватывают крылатые ракеты, и на ближних расстояниях «Панцирь». Для заводов оборонной промышленности это неминуемо означает размещение батарей ПВО прямо вокруг предприятий. Без этого просто не обойтись. Дополнительные радары низковысотного обнаружения и мобильные комплексы ближнего перехвата. Крылатые ракеты опасны из-за низкой высоты полета. Для борьбы с этим используются специальные самолеты раннего предупреждения, самолеты типа Бериев А-50, которые находятся на вооружении России, способны обнаруживать низколетящие цели и давать 10-15 минут предупреждения. Ну, это известно всем, не буду ничего говорить. Но какие же наилучшие методы защиты? Вы уже пишите в своих комментариях. Первое. Превентивные удары по аэродромам. Одна из основных стратегий – это уничтожение носителей ракет до их взлета. Например, база или аэродром, аэропорт Староконстантинов. Это база Су-24. Они носят крылатые ракеты «Штормшедов». Это Миргород, там находится истребительная авиация. Это Ивано-Франковск, там стоят новые F-16. Как можно с ними бороться? Борьба с ними достаточно проста, сидя, конечно, в кабинете, можно говорить. Но все-таки, какие же это средства? Искандер-М, крылатые ракеты «Кинжал»,
дроны «Шахед», которые можно запускать по этим целям. Цели нужно уничтожать эти самолеты на земле, разрушать взлетные полосы и уничтожать склады ракет. Следующая превентивная возможность или просто возможность усиления своей системы ПВО. Уничтожение инфраструктуры НАТО поставок. «Шторм Шедов» поступает, и другие ракеты тоже, поступают на Украину через логистические узлы. Основные маршруты – Польша-Львов, Румыния-Одесса. Цели возможных превентивных ударов – железнодорожные узлы, склады вооружений, ремонтные базы авиации. Звучит страшно, но это реально. Еще одна возможность – удар или удары по системе управления и разведки. Для запуска таких ракет ведь требуется спутниковая навигация, разведданные, связь, поэтому возможны, очень возможны удары по центрам управления, радиоэлектронное подавление GPS и различные кибератаки. Ну и, друзья мои, я перехожу к самой возможной ответке – масштабное возмездие. Масштабное возмездие. В военной практике обычно это означает массовый ракетный удар с применением калибров, кинжалов. Целями становятся энергетическая инфраструктура, оборонные предприятия, склады вооружений. Ну и самое последнее – политика, военная эскалация. Это очень серьезно. Теоретически обсуждаются объявление зон запрета полетов, удары по приграничной инфраструктуре НАТО, демонстрационные учения стратегических сил. Это самый рискованный сценарий, но и самый действенный. Что же реально наиболее эффективно? Военные аналитики считают, что эффективна комбинация. Первое – уничтожение Су-24 носителей «Шторм Шедов». Второе – удары по аэродромам. Третье – усиление низковысотной ПВО вокруг заводов. И четвертое – применение самолетов раннего обнаружения. В современных конфликтах защита от крылатых ракет всегда требует комбинации обороны и превентивных ударов, потому что одна только ПВО не дает стопроцентной защиты. Подождем, пока зацветет орешник? Или слово «подождем» лишнее? Посмотрите еще это видео еще разочек.